Приветствую всех на моем канале и предлагаю сегодня связать легкую летнюю стильную тунику крючком. Туника отлично сочетается с платьями комбинациями, юбками, брюками и также шортами. Туника вяжется очень легко, просто и быстро. Данный мастер-класс подходит как начинающим вязальщицам, так и более опытным мастерицам. Итак, посмотрите, какая чудесная туника, и давайте с вами приступим к ее вязанию. Для вязания туники нам понадобится пряжа Анна 16 в 100 граммах 530 метров. Я буду вязать из двух цветов. Это молочный цвет, номер 292, и цвет пыльная роза, номер 90. Также нам понадобится два крючка, один крючок 2,5, им я буду набирать начальную цепочку воздушных петель, а основное полотно туники я буду вязать крючком номер 2. Я связала образец. Образец — это обычные столбики с накидом и без накида, несколько рядов. Я их измерила, и у меня получилось в 20 столбиках 8 сантиметров. Я сделала расчет. Так как тунику я буду вязать свободной посадки, я буду вязать ее на обхват груди 95 сантиметров. Я измерила, у меня в 20 петлях 8 сантиметров. Я посчитала, я 95 умножила на 20 и разделила на 8. Получается, мне нужно набрать изначальную цепочку воздушных петель 238. Для тех, кто не хочет провязывать образец и просчитывать петли, я предлагаю использовать метод набора петель 5 длин. Для этого вам понадобится измерить обхват груди. Условно, допустим, у вас вот будет 100 сантиметров обхват груди. Отложить 5 раз по 100. 5 раз вашего обхвата груди ниточку, 5 раз, и от мотка, вот где у нас ниточка закончилась, набрать цепочку воздушных петель. Более подробно о методе набора петель 5 длин крючком вы можете посмотреть на моем канале. Видео так и называется: набор петель 5 длин. Что ж, я теперь знаю, что мне нужно набрать 238 петель. Я буду начальную цепочку набирать крючком номер 2,5, а далее буду переходить на крючок номер 2. Итак, я беру крючок 2,5 и набираю свои необходимые петли. В моем случае это 238 петель. Я набрала свои 238 петель. Теперь провязываю 1, 2, 2 петельки подъема, меняю крючок на крючок номер 2 и начинаю провязывать ряд столбиков без накида в первую, вторую петельку от крючка. В каждую петельку до конца ряда провязываем столбиками без накида. Я провязала цепочку воздушных петель столбиками без накида, примерила на себя, определила, что мне этой длины достаточно. У меня остались не провязанными вот буквально несколько петелек, то есть я могла бы довязать до конца, но я посчитала, что мне в принципе хватит и такой длины. Теперь я аккуратно, чтобы моя цепочка не перекрутилась, проверяю, соединяю ее в круг.
Обращайте внимание, чтобы у вас не было перекручивания, потому что иначе потом вам придется все распускать и перевязывать. Находим начальную петельку, где мы вязали 2 петельки подъема. Вот они. И сюда соединительной петелькой соединяю вязание. Все, соединили. А далее, как мы будем вязать? Провязываем 3 воздушные петельки подъема. И дальше мы будем вязать по схеме. То есть мы теперь, у нас была цепочка воздушных петель, мы провязали ряд столбиков без накида, провязали 3 воздушные петли подъема, и сейчас мы начинаем вязать ряд столбиков с одним накидом. Когда мы провяжем ряд столбиков с одним накидом, мы провяжем воздушную петлю подъема и опять провяжем ряд в каждую петельку столбики без накида. Опять 3 воздушные петли подъема, столбики с одним накидом, петля подъема, столбики без накидов. То есть сейчас у нас будет чередование. Вот мы провязали первый ряд столбики без накида, сейчас мы вяжем ряд столбиков с одним накидом. Вот я провязала 3 воздушные петельки подъема, и теперь в каждую петельку я буду провязывать столбик с одним накидом до конца ряда. Я провязываю до конца нашего ряда столбики с одним накидом. Вот в последнюю петельку провязываю последний столбик с накидом и соединительной петелькой соединяю в 3-ю воздушную петлю. Поэтому довязываем ряд до конца, будем его завершать и переходить на следующий ряд. Я провязала последний столбик, теперь нахожу 3-ю воздушную петельку подъема, 1-я, 2-я, 3-я. Ввожу крючок и соединительной петелькой протягиваю соединительной петлей. Все, ряд соединила. Следующий ряд по схеме мы вяжем столбики без накида. Я делаю 1 воздушную петлю, провязала, и сюда же провязываю 1-й столбик. И дальше по ряду в каждую петельку провязываю столбик без накида. В каждую петельку мы провязываем столбик без накида, довязываем до конца ряда. Когда подойдем, провяжем последний столбик, мы соединим соединительной петелькой вот в 1-ю петлю подъема, которую мы провязывали. Завершим ряд, тем самым опять провяжем по схеме 3 воздушные петельки подъема и опять начнем вязать ряд столбиков с одним накидом. Я провязала последний столбик, теперь нахожу 3-ю воздушную петельку подъема, 1-я, 2-я, 3-я, ввожу крючок и соединительной петелькой протягиваю соединительной петлей. Все, ряд соединила. Следующий ряд по схеме мы вяжем столбики без накида. Я делаю 1 воздушную петлю, провязала, и сюда же провязываю 1-й столбик. И дальше по ряду в каждую петельку провязываю столбик без накида. В каждую петельку мы провязываем столбик без накида, довязываем до конца ряда. Когда подойдем, провяжем последний столбик, мы соединим соединительной петелькой вот в 1-ю петлю подъема, которую мы провязывали. Завершим ряд, тем самым опять провяжем по схеме 3 воздушные петельки подъема и опять начнем вязать
ряд столбиков с одним накидом. Всего нам нужно провязать таких рядов 20. То есть у нас получится 10 рядов столбиков с одним накидом и 10 рядов столбиков без накида. То есть у нас будет чередование: ряд столбиков с накидом, ряд столбиков без накида, ряд столбиков с накидом, ряд столбиков без накида. И таких у нас будет 20 рядов. Поэтому провязываем 20 рядов и будем переходить дальше к вязанию. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов по схеме и закончила рядом столбиков без накида. Это у нас боковой шов, который у нас пойдет сбоку. И теперь мы будем менять нить, то есть мы будем менять на вот этот цвет. Я вот провязала последнюю петельку, сделала одну воздушную петлю, и здесь я сейчас обрежу нить. И буду присоединять вот эту ниточку. То есть я буду завязывать узелок, прямо стараясь максимально к крючку. Вот, и еще раз вокруг ниточки. Хвостики я пока не убираю, все хвостики я буду заправлять в конце вязания. Итак, как мы теперь будем вязать? До этого мы вязали по схеме. Вот эта часть у нас была, то есть ряд столбиков без накида, ряд столбиков с накидами. Мы чередовали. Всего у нас получалось, мы провязали 10 рядов и закончили рядом столбиков без накидов. Сейчас мы будем чередовать столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. И таких мы провязывать будем 5 рядов. То есть я сейчас провязываю 3 воздушные петельки подъема и 1 петлю на ряд. Первая, вторая, третья петля, 1 петля на ряд. Одну петлю на ряд мы провязали, 1 петельку пропускаем, следующую мы петлю провязываем, столбик с накидом. Опять воздушная петелька, провязали, накид на крючок, 1 петлю пропускаем, в следующую петельку вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, накид на крючок, 1 петельку пропускаем, в следующую петлю вяжем. Воздушная петля, накид на крючок, 1 петлю пропускаем, в следующую вяжем. Я довязала до конца ряда, провязала столбик и воздушную петлю, и теперь буду соединять соединительной петелькой в 3-ю воздушную петлю подъема. Я вот нашла 1, 2, 3 петелька, я сюда ввожу крючок, протягиваю соединительную петельку, протянула. Даже если у вас тут вот осталось, вы провязали в самую последнюю петельку, все равно провяжите воздушную петлю и соедините в 3-ю воздушную петлю подъема. Как бы это одна петля, она абсолютно какой-то роли для вас не сыграет. Так, дальше у нас по схеме мы также провязываем 3 воздушные петли, 1 воздушная петля на ряд, 1, 2, 3 петли подъема, 1 воздушная петля на ряд, и мы также вяжем столбик с накидом предыдущего ряда, опять воздушная петелька и столбик с накидом предыдущего ряда. Вот таким образом, опять воздушная петля и столбик с накидом. Воздушная петля и столбик с накидом.
Вот у нас получается такой узор. И таким образом мы провязываем 5 рядов. Вот мы провязали первый, сейчас мы начали второй ряд, и третий, четвертый, пятый провязываем таким же образом. Подхожу к концу ряда, провязываю воздушную петельку, нахожу третью воздушную петлю подъема и соединяю соединительной петлей. Все, я провязала 5 рядов, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь я делаю одну воздушную петельку, подтягиваю ниточку на крючке и обрезаю нить. Теперь мы опять будем менять на молочный цвет пряжи. Подсоединили нить, и далее мы будем вязать опять вот этот узор, который вязали в самом начале. То есть теперь мы будем вязать такими блоками. У нас будет повторение дальше полностью по всей тунике. Вот этот блок мы будем провязывать 5 рядов, 5 рядов, и этот блок будем вязать тоже дальше 5 рядов. То есть мы ряды будем считать по столбикам с одним накидом. То есть вот как здесь мы вязали, и я считала вот по ряду столбиком с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. То есть я сейчас начинаю точно так же с ряда столбиков без накида, потом начинаю ряд столбиков с одним накидом и повторяю точно так же, как мы вязали вот здесь в начале ряда. То есть сейчас я ниточку подсоединила, и теперь начинаю провязывать столбики без накида. Первый столбик я провязываю отсюда, откуда вязала петли подъема, первый, второй, и так по ряду. То есть провязываю в каждую петлю предыдущего ряда, то есть в столбик с одним накидом воздушную петельку. Провязываю ряд до конца, далее соединяю воздушную петлю подъема, которая была у нас в начале ряда, делаю петли подъема и перехожу на ряд столбиков с накидом и провязываю так 5 рядов, то есть 5 рядов столбиков без накида и 5 рядов столбиком с накидом, то есть чередуя. Всего, если вот посчитать и столбики с накидом, и столбики без накида, у нас будет вот таких 10 рядов. Когда мы провяжем этот блок, далее опять мы будем вязать вот этот блок. Опять у нас будет смена нити на бежевую, у меня в моем случае. Я опять провяжу 5 рядов вот по этой же схеме, то есть опять вот таких я 5 рядов провяжу. Далее, когда они у меня провяжутся, я опять сменю нить и опять вернусь вот к этой схеме. Итак, мы нить сменили, провязываем теперь блок по схеме, по первой нашей схеме, которую мы вязали, провязываем 5 рядов столбиков без накида, 5 рядов столбиков с накидом, их чередуя. Всего у нас тут получится 10 рядов, потом мы опять меняем нить и вяжем 5 рядов вот по этой схеме уже другим цветом. И таким образом мы провязываем до уровня подмышек, там, где мы начнем провязывать, разделять на перед и спинку и переходить уже на следующий этап работы. Итак, давайте дальше будем вязать. Я закончила вот этот блок, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последний ряд всегда мы должны заканчивать рядом столбиков без накида. Вот как у нас по схеме указано. То есть мы провязываем ряд столбиков без накида. И с этого ряда потом опять начинаем ряд столбиков с воздушными петлями. И потом опять начинаем, заканчиваем и начинаем вот именно вот этот вот блок, вот этот узор. Начинаем всегда рядом столбиков без накида и заканчиваем рядом столбиков без накида. Вот, теперь я опять сменю нить и опять буду вязать 5 рядов вот этим цветом.
Потом, когда провяжу, опять буду переходить на вот этот цвет, именно вот по этой схеме вязания. Поэтому я сейчас сменю нить и продолжу вязать до уровня подмышек. Вы точно так же меняете цвет, каким цветом вы вяжете, и вяжите свою длину. Я довязала до конца. Теперь я на себя примерила и поняла, что этой мне длины мне вполне хватает. Я довязала, получается, до подмышек. Теперь я разделила полотно напополам. То есть я прикрепила там, где у нас нить закончилась, вот я уже поменяла на другой цвет ниточку. Там, где нить закончилась, это у нас будет срединный шов, который у нас сбоку пойдет, боковой, то есть шов. И второй маркер я повесила с другого боку, там, где у нас будут начинаться проймы наших рукавов. То есть можно просто разложить вот так пополам, сложить нашу туничку и на серединках прикрепить маркеры. Либо можно просчитать по кругу, сколько петелек, и на одинаковом расстоянии эти маркеры прикрепить. Теперь мы будем разделять полотно на переднюю планочку и на заднюю планочку. Если здесь мы в тунике вязали, у нас было вязание по кругу, то теперь мы будем вязать поворотными рядами. Я уже поменяла нить. Провязываю, у нас теперь будет вот этот узор. Столбик с накидом воздушной петля я провязываю 1, 2, 3 воздушные петли и 1 петельку на ряд мне нужно провязать. Так вот, и 1 петельку на ряд. Все, теперь я разворачиваю вязание. Делаю накид на крючок, пропускаю петельку и вяжу. Просто теперь мы вяжем не по кругу, то есть я теперь буду вязать до зеленого маркера. Я начала вязать от голубого и заканчивать буду у зеленого маркера. Последнюю петельку я провяжу вот сюда, где у нас зеленый маркер. И вот таким образом мы вяжем до конца, где у нас прикреплен маркер, и будем поворотными рядами переходить на следующий ряд. Я подхожу к концу ряда, провязываю воздушную петлю и последний столбик провязываю в петельку, где у меня прикреплен маркер. Провязала. Все, теперь мне нужно начинать следующий ряд вязать. Я провязываю 1, 2, 3 петли подъема, 1 петельку на ряд, разворачиваю вязание и опять вяжу по схеме нашего узора. И так мы вяжем 5 рядов этого узора, затем мы переходим на схему, которая у нас белой пряжей мы провязываем. Точно так же оборотными рядами мы вяжем и вяжем необходимую нам высоту. Я провязала необходимую мне высоту, то есть у меня получилось 1, 2, 3, 4 блока. Вот эти 1, 2, 3, 4, это которые идут от рукавчика. И теперь нам нужно определить вырез. Вырез мы будем провязывать и на передней планочке, и на задней, для того, чтобы туника у нас не уходила назад, не вперед, а сидела так, как нужно. Поэтому нужно примерить на себя и маркерами на одинаковом расстоянии от краев к серединке повесить маркеры там, где у вас будет начинаться вырез. Вырез я вот уже провязала на одной планочке, он будет выглядеть вот так вот. Вот. Мы будем убавлять петли по схеме. Потом, когда мы провяжем обе планочки одинаково, мы их соединим по плечевым швам и сделаем обвязку горловины. Как видите, вот этот блок я провязала белыми ниточками, не стала вязать таким цветом. Вы можете вязать на ваше усмотрение. Итак, мы будем вязать убавку вот этих рядов по схеме. То есть мы сейчас прикрепим ниточку,
Провяжем 3 воздушные петли подъема, 1 петлю воздушную на ряд, провяжем до маркера, который мы вот здесь вот, который мы прикрепим с одной и с другой стороны, провяжем. Вот он у нас условно обозначенный мной маркер, воздушная петля и 2 столбика с общей вершиной, 3 воздушные петли, опять вяжем до конца, петли подъема и вяжем назад, и у нас получается вот такие столбики, 2 столбика с накидом с общей вершиной мы будем провязывать. Поэтому давайте приступим к вязанию к убавкам. Я подсоединила ниточку уже и теперь начну вязать. Я провязываю 3 воздушные петельки подъема, первая, вторая, третья петля, 3 петли подъема, 1 петлю на ряд провязала, и дальше я вяжу по схеме, по которой мы вязали уже. Воздушная петля, пропускаем 1 петельку и следующую провязываем столбик с накидом. И вот смотрите, я подхожу вот к нашему окончанию ряда. Сейчас я провязала столбик с накидом. Теперь я провязываю вот эту воздушную петельку, воздушная петля, и теперь я должна провязать группу из 2 столбиков с накидом с общей вершиной. Я провязала воздушную петельку, делаю накид на крючок, ввожу, вот пропускаю 1 петлю, во вторую провязываю столбик с одним накидом не до конца, оставляя его на крючке, опять делаю накид на крючок, пропускаю 1 петельку и в петлю, вот где у меня маркер прикреплен, сюда провязываю столбик с одним накидом не до конца, оставляю 2 столбика с одним накидом на крючке и провязываю их вместе. Вот я провязала вот эту часть. Теперь я провязываю 3 воздушные петельки подъема, 1, 2, 3, разворачиваю вязание, я развернула вязание, я связала всего 3 петли, петлю на ряд я не вяжу, провязала 3 воздушные петельки подъема, сразу накид на крючок, и вот в этот столбик, в эту петельку провязываю столбик с одним накидом, воздушная петля, и до конца ряда провязываю по схеме узора. В третью воздушную петельку подъем провязываю последний столбик, сразу провязываю 3 воздушные петли подъема, 1 петельку на ряд, опять разворачиваю вязание и вяжу до наших убавок, то есть вяжу вот до петель подъема. Я подхожу к убавкам, я провязываю, вот у меня осталось 1 столбик с накидом, и здесь у меня 3 воздушные петли подъема и сразу 1 столбик. Я провязываю воздушную петельку, накид на крючок, провязываю столбик с накидом не до конца, оставляю его на крючке, делаю накид на крючок, и вот где вот сюда вот в эту вершинку провязываю 2 столбик с накидом. Сюда провязываю 2 столбик с одним накидом не до конца, у меня 2 столбика на крючке, и их соединяю. Опять провязываю 3 воздушные петельки подъема, разворачиваю вязание, накид на крючок, не провязываю воздушную петлю на ряд, просто 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, и вот сюда провязываю столбик с одним накидом. Дальше вяжу по схеме. Перехожу на следующий ряд, 3 воздушные петли подъема, 1 петелька на ряд, переворачиваю вязание и опять вяжу до убавок. И вот я подошла к нашим убавкам, я провязываю воздушную петлю,
делаю накид на крючок, ввожу крючок вот в этот столбик, провязываю столбик не до конца, оставляя на крючке, опять накид на крючок, и вот 3 воздушные петли, столбик с накидом, сюда провязываю еще один столбик, провязываю не до конца, оставляю на крючке и провязываю их вместе. 3 воздушные петельки, и теперь я 6-м рядом до конца довязываю и завершаю этот вырез этим рядом. 3 воздушные петли, 1 петля на ряд, и вот в этот столбик провязываю столбик с накидом, и дальше вяжу до конца ряда, и это у нас будет последний ряд. Вот, я провязала в 3-ю воздушную петлю подъема, обрезаю ниточку, и у нас получился вот такой вот вырез. То есть мы видим, что 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов мы провязали. Теперь мы точно так же подсоединяем ниточку с другого края и вяжем точно такой же вот этот аккуратный вырез, можно сказать, это плечевая лямочка у нас получится. Провязываем и будем соединять переднюю и заднюю планочки. Когда готовы все планочки, которые мы провязали и спереди, и сзади, они у нас должны быть все одинаковые. И теперь мы будем их соединять. Соединять мы их будем обычными столбиками без накида. То есть я сложила обе планочки вместе и начинаю провязывать. Первый столбик я провяжу вот в арочку из одной воздушной петли. Провязала столбик без накида. Теперь я ввожу вот в столбике с накидом крючок, подхватываю 1 и 2 столбик, вот так вот, подхватываю рабочую нить, растягиваю и провязываю. Опять сюда и в 2 столбика подхватываю 2 столбика и провязываю. Вот я подошла к последней петельке, где мы сделали последнюю убавку. Я провязываю, соединяю сюда столбиком без накида. Вот таким образом у нас получается. И с лицевой стороны будет выглядеть вот так вот. Теперь я буду разделять на 2 части, на переднюю и заднюю. Так как у нас они обе планочки одинаковые, вот, то я, допустим, переднюю планочку обвяжу также столбики с накидом с пико, а заднюю планочку оставлю без пико, чтобы самой себе понимать, где у нас перед, где у нас зад. Вот, я провязала последний столбик в петлю убавок. Теперь я одну планочку отодвигаю и начинаю провязывать обвязку вот этой вот части. Провяжу вот до последней убавки, где мы убавку делали в последнем ряду, а тут опять буду соединять по плечевым швам. Итак, как мы будем делать обвязку? Вот мы провязывали здесь 3 петли подъема, значит сюда я провязываю 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, а вот в петельку соединения, вот где мы провязывали 3 воздушные петельки подъема и столбик с накидом, вот сюда, вот в эту петельку соединения, вот она,
Вот она, петелька соединения, вот сюда. Я провяжу третий столбик без накида, 3 воздушные петельки, и тут я провяжу пико. Вот сюда ввожу крючок, придерживаю рукой, пальчиком вот тут вот, и протягиваю ниточку. Опять вот сюда провязываю 2 столбика без накида, первый, второй. Сюда вот вместо соединения воздушной петли и столбика, 3 воздушных петель столбика, сюда провязываю третий столбик без накида и провязываю пико из 3 воздушных петель, ввожу крючок, пальчиком поддерживаю и протягиваю. Опять сюда вот в 3 воздушные петли столбик с накидом провязываю 1, 2 столбика без накида, сюда в петельку соединения третий провязываю и пико из 3 воздушных петелек. Опять сюда 2 столбика без накида, в третью вот петельку, вот в эту петельку соединения третий столбик без накида и пико. Опять сюда 2 столбика без накида, в эту петельку третий столбик без накида и пико из 3 воздушных петелек, и в петле основания соединяем. Опять сюда 2 столбика без накида, 1, 2, в эту петельку соединения третий столбик, 3 воздушные петельки и соединяем их в петле основания, провязываем пико. Опять сюда 1, 2, и вот эта петелька, которая у нас на ряд приходилась, третий столбик и пико. И дальше мы вяжем, мы сюда провязали опять первый, второй, третий столбик, пико. И так вяжем по нашей вот этой вот планочке. Также 2 столбика с накидом. Вот я провязала первый, второй, третий столбик, пико из 3 воздушных петелек. Можно вязать пико из 4, из 5, на ваше усмотрение. Я иногда вяжу из 3, иногда из 4, иногда даже из 5. Вот у нас вот так вот получается. Я буду знать, вот если у меня с пико, значит это у меня передняя часть. Я провяжу теперь всю планочку с пико до конца, довяжу вот до последнего ряда с убавками. Также вот в эти арочки я провяжу, буду провязывать по 2 столбика в петлю соединения, третий столбик буду вязать с пико, дойду до вот этой последней петельки и здесь по плечевым швам точно так же соединю. Когда у меня будут планочки соединены, я прикреплю ниточку вот сюда, вот где мы вот так вот соединим петли, я присоединю ниточку вот в первую петельку и просто столбиками без накида обвяжу заднюю планочку туники. И будем переходить к рукавам и к обвязке низа туники. Я сделала обвязку, провязала с передней части с пико, а заднюю часть просто провязала столбиками без накида, присоединив нить вот с обратной стороны плечевого шва. Все соединила, все обвязала. Теперь будем переходить к обвязке рукава. Я предварительно спрятала все
хвостики, какие тут у меня были. И обвязывать рукавчик мы будем по вот этой схеме. То есть у нас будет всего 3 ряда. Первые ряды мы будем провязывать столбик с накидом в одну петельку, 3 воздушные петли и второй столбик в эту же петлю. Опять столбик с накидом в петельку, 3 воздушные петли, второй столбик в эту же петлю. При переходе на следующий ряд мы будем вязать столбики с общей вершиной в столбике предыдущего ряда, и между ними по 3 петельки. И последний ряд мы провяжем опять практически такой же, как первый, только здесь у нас будет пико из 3 петелек, и между пико по воздушной петле. Вот так вот это будет у нас смотреться, наше крылышко. Вот 3 ряда, и такой узор хорошо гармонирует с общим узором нашей туники. Давайте приступим к вязанию. Для этого вот наш рукавчик. Мы в самый низ рукава опускаемся, находим серединку. Вот она у нас серединка, где мы разделяли наперед и спинку. И в эту петельку подсоединяем рабочую нить. И первый ряд мы обвяжем по кругу столбиками без накида весь рукав. Итак, вводим крючок в петельку, подхватываем рабочую нить, провязываем 1-2 воздушные петельки и в эту же петлю провяжем первый столбик без накида. Далее смотрим, вот по нашему этому узору мы будем вязать 2 столбика вот в петельку в эту, и третий столбик вот в сам столбик, вот сюда. Потом опять сюда 2 столбика без накида, третий будем вязать в сам столбик. Начинаем вязать. Провязываю первый столбик, второй столбик и третий провязываю вот сюда, в этот столбик. Третий. Опять первый, второй. И в столбик предыдущего ряда провязываю третий столбик без накида. Опять сюда провязываю 2 столбика, первый, второй. И сюда в столбик предыдущего ряда провязываю третий. Опять сюда провязываю первый, второй и третий в столбик предыдущего ряда. Опять сюда первый, второй. И сюда, вот где мы вот этот ряд вязали, сюда провязываю вот сюда. Третий столбик. Теперь у нас пошла вот такая схема узора. Здесь мы вяжем точно так же. Вот сюда, вот где в ряд столбиков с накидом вяжем 2 столбика. Первый, второй, а в ряд вот столбиков без накида вяжем третий столбик. Опять в ряд столбиков с накидом вяжем первый, второй, и в ряд столбиков без накида вяжем третий столбик. Опять сюда первый, второй, сюда третий, первый, второй, сюда третий, первый, второй, сюда, вот сюда, третий. И опять мы пришли к этой схеме, вот которую вот здесь мы уже вязали. Опять сюда вот мы вяжем 2 столбика, первый столбик, второй, и вот в этот столбик провязываем третий. Опять сюда первый, второй и в петельку третий. И здесь вяжем точно так же, как здесь.
Обращаем внимание, что у нас должны все петельки совпадать на одном и на другом рукаве. Провязываем по кругу до конца наш рукавчик и будем переходить к вязанию по схеме. В конце ряда я провязала, так как у нас этот ряд был вот из 3 воздушных петель подъема, я провязала сюда 2 петельки. И третье у меня это вот первый самый столбик, который мы в начале ряда вязали, я в него соединительной петелькой соединяю. Все, теперь мы будем начинать вязание вот с этого ряда. То есть мы провязываем 1, 2, 3 воздушных петельки подъема, дальше идет столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Я провязала 3 воздушные петельки и теперь считаю, это у нас за первую петлю, первая, вторая, и в третью петельку делаю накид на крючок и сюда провязываю столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, опять накид на крючок, и в эту же петельку, откуда мы вязали первый столбик, сюда же провязываю еще один столбик с накидом. Опять накид на крючок, считаю, вот сюда мы вязали, от этой петли просчитываю 1, 2, 3 и в третью провязываю опять столбик с накидом. 3 воздушные петельки, накид на крючок, и сюда же в эту же петлю провязываю столбик с накидом. Опять накид на крючок, считаю 1, 2, 3 петелька, в третью провязываю столбик с накидом. 3 воздушные петли, накид на крючок, и в эту же петлю провязываю столбик с накидом. 1, 2, 3, накид на крючок, в третью петельку провязываю столбик с накидом, 3 воздушные петельки, и в эту же петлю столбик с накидом. 1, 2, 3, и дальше до конца рукава вяжу этот ряд таким узором. Вот так у нас должно получаться. Провязываем до конца ряда и будем переходить на второй ряд. Я подхожу к концу ряда, и теперь вот я провязала последние вот этот раппорт, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик с накидом. И теперь мы вязали в начале ряда вот 3 воздушные петли. Они у нас будут считаться за один столбик с накидом, поэтому я делаю накид на крючок и в эту же петельку провязываю столбик с одним накидом, 3 воздушные петельки и соединяю в третью воздушную петлю подъема. Вот. И у нас получился непрерывный ряд. Следующий ряд мы будем провязывать также 3 воздушные петельки подъема. Я провязываю 1, 2, 3 петли подъема, еще 3 петли на ряд, 1, 2, 3. Всего 6 петелек у нас получилось. И теперь мы будем вязать столбики, 2 столбика с общей вершиной в столбике предыдущего ряда. Между ними 3 воздушные петли. Делаю накид на крючок. Вот сюда провязываем первый столбик в эту петельку. Не провязывая, оставляем его на крючке. Опять делаем накид на крючок и в этот столбик провязываем. Оставили на крючке, провязали вместе. Теперь провязываем 1, 2, 3 воздушные петельки. У нас везде между вот этим раппортом по 3 воздушные петли. 1, 2, 3 воздушные петельки. Опять накид на крючок, в этот столбик провязываем. Первый столбик не до конца оставляем на крючке, опять накид на крючок, и вот в этот столбик второй провязываем. Оставили на крючке, провязали вместе и 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Провязали. Опять накид на крючок, первый столбик в этот столбик вяжем. Оставили на крючке, опять накид на крючок, в этот столбик, вот в этот вот вяжем.
3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вот у нас получается, то есть тут мы вязали так столбики, тут мы вяжем в обратном направлении. Провязываем ряд до конца. Я провязала последние 2 столбика с общей вершиной и подхожу к концу ряда. Я провязываю теперь 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И вот мы вязали в начале 3 петли подъема и 3 петли на ряд, всего 6 воздушных петель. Теперь я провязываю, делаю накид на крючок, сюда провязываю вот в этот столбик, столбик с накидом. Провязываю его не до конца, оставляя на крючке, и ввожу крючок первую, вторую, в третью петельку и соединительной петлей соединяю. И у нас получается начало ряда, у нас узор тоже сошелся, и все правильно мы провязали. Далее переходим на следующий ряд, провязываем опять 3 воздушные петли и вяжем точно так же, как первый ряд, только у нас в серединке будет пико, а между пико по одной воздушной петельке. Провязываем 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3. Теперь смотрим, мы провязываем 2 столбика в вершину, которая вот где мы, общая вершина 2 столбиков с накидом, то есть вот сюда. Я делаю, провязала 3 воздушные петли, накид на крючок, и вот так вот сюда вот нахожу середку этих 2 столбиков, серединку провязываю первый столбик. И теперь смотрите, у нас пико состоит из 3 петелек, и между ними еще по одной, поэтому я сейчас провязываю 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, провязываю 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Теперь провязываю пико во вторую петельку, вот она первая, вторая, и во вторую я провязываю, ввожу крючок и протягиваю рабочую нить через первую и через вторую петельки, рукой придерживаю пальчиком, чтобы не слетело. Провязала, провязываю еще одну воздушную петельку, накид на крючок, и сюда же, откуда мы вязали первый столбик, ввожу крючок и провязываю второй столбик. Опять накид на крючок, сюда же в серединку, вот нахожу серединку, где я вязала 2 столбика с накидом, в серединку провязываю первый столбик с накидом, 1, 2, 3, 4 воздушные петли, во вторую петельку провязываю пико, придерживаю пальчиком и протягиваю рабочую нить, воздушная петля, накид на крючок, и сюда же провязываю второй столбик. Опять накид на крючок, в серединку провязываю столбик с одним накидом, 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, во вторую петельку провязываю пико, накид на крючок, и сюда же провязываю еще один столбик с накидом. И у нас будет получаться вот так: 2 столбика с накидом и между ними пико. Довязываем по такой схеме до конца ряда и будем завершать, соединять ряд.
В конце ряда, где мы провязывали 3 воздушные петли подъема, я вот провязала последний 2 столбика с накидом, между ними пико. Теперь делаю накид на крючок и вот в самую начальную петельку провязываю столбик с накидом, сюда провязываю. Четыре воздушные петельки. Во вторую провязываю пико, воздушная петля и соединяю в третью воздушную петлю подъема. Все, обвязка рукавчиков у нас закончила. Мы обрезаем ниточку, закрепляем, прячем хвостики. Теперь переходим к низу нашей туники. Я присоединила рабочую нить, и теперь я буду обвязывать низ изделия столбиками без накида с пико, точно так же, как мы обвязывали горловину. То есть я подхватываю рабочую ниточку, провязываю одну воздушную петлю и сюда же провязываю столбик с накидом. И буду вязать пико. Вы можете вязать чередовать через свое количество столбиков. Я буду вязать через 5 столбиков. Вот я провязала первый, во вторую петельку второй, третий, четвертый, пятая петля, раз, два, три воздушные петельки, провязываю сюда, соединяю. Пико и опять дальше 1, 2, 3, 4, 5 пико. Я довязала до конца, обрезала нить, и у меня получился вот такой вот низ туники. Сейчас осталось нам спрятать все хвостики. Для того, чтобы прятать хвостики, я всегда использую очень тоненький крючок. Вот для меня идеальный крючок это 1,1. То есть я ввожу с обратной, с изнаночной стороны крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю через петельки. Закрепляю. И обрезаю ниточку. Точно так же все ниточки, которые у нас где оставались, точно так же все закрепляем. И вот по боковому шву точно так же закрепляем, все прячем и смотрим, какая туника у нас получилась. Вот такая замечательная туника у нас получилась. Не забудьте ставить пальчики вверх и подписываться на мой канал. Впереди вас ждут еще много интересных, подробных и понятных мастер-классов. Спасибо за то, что вяжете со мной.